Так, друзья, время без 10:06. В 6:30 у нас поезд в направлении Гамбурга. И там мы садимся на самолет и летим в Португалию. Вот наши чемоданы. Все, значит, мы решили ехать туда на поезде. Погнали. Едем на Иришкиной машине. Сейчас врыгнет там Гартен-Вест. На вокзале ее бросим и сядем на поезд. Еще в Райзе мы на поезде не ездили. Ну как, мы не в саму Португалию, конечно, на поезде, но до Гамбурга, до аэропорта на поезде. Все, запрыгнули мы. Мест нету, но постоим, 17 минут постоим. Аэропорт в 3 часа ночи. Везде спят люди. На полу. Мы идем в самолет, это были самые долгие в моей жизни поход в самолет. Капец, в 6 утра. В 6 вечера из дома. Сразу мне даже ничего не удастся снять. Сразу садимся в самолет. О, да, мы в Португалии. Я свободен, уже чемоданы сейчас выловить. Это было жестко. Мы, получается, просидели вместе с полетом 11 часов. То есть мы 6 часов просидели в аэропорту в Гамбурге. 3 часа еще с половиной, 3 часа 10 минут летели. Короче, 11 часов. Жестяк вообще. Неужели солнце? Мы уже забыли. Мы забыли, что такое солнце. Мы уезжали. У нас просто дождь вообще. Караул, катастрофа, дубарина. А тут жара градусов 30. Блин, я уже... И пахнет летом. Я уже забыл, что это такое. Чуть не проспался наш отель. Я уже заснул, а это вон. Бая. Мы его называем как-то, вон наш автобус привез. Мы его называем Бая Грэнд, а он как-то Био Грэнд. Я такой сплю, сел дальше. Короче, приехали. Сняемся. Вот такой вот огромный. Короче, ребят, мы пошли к океану. У нас заселение, оказывается, в 3 часа. Мы приехали в 11. Мы такие взяли плавки и пошли к океану. У нас стоит в проспекте, что до него 800 метров. Блин, насчет 800, конечно, спорно. Тут хороших километра 1,5, наверное. Ну окей, не проблема. Но антишведы, мы пришли, а здесь одни обрывы, блин. Как до него вообще спуститься? По крайней мере, мы уже стоим у океана. Уже неплохо. Офигеть. Мы видим собственными глазами океан. И он где-то там внизу. И мы встретили какую-то такую же пару. Пытались их расспросить. Они никто здесь по-немецки не говорит. И, короче, они нам что по-английски долго и нудно втирали. Не, ну там красиво, спора нету. Ну как туда спуститься? Офигеть. Живописно, согласен. Но спуститься, блин, будет непросто. Я-то еще там, ладно. Как-то, наверное... Бляха-муха. Это жопа. Печатать GPT. Короче, он таки говорит, до 800 метров. Мы, походу, не здесь, не там свернули. Дальше еще пройти. Иры, как обычно, конечно, свой план, но мы ему не доверяем. И где-то там плетется сзади. Но мой тоже не точный. Но как будто бы надо по этой тропинке. Блин, здесь вообще такие живописные места. Я в шоке. В общем, терроризируем всех людей, которых встречаем. Вон там какая-то делегация такой шла. И они говорили чуть-чуть по-немецки. Я такой, ого, какая прелесть. Обожаю людей, которые говорят чуть-чуть по-немецки. Потому что я тоже говорю чуть-чуть по-немецки. Короче, они говорят, вот еще 5 минут дальше. И там будет штраф. Слышишь звук? Да. Мне кажется, это насекомые делают. Я думал, это что-то механическое работает. Нифига себе. Вы слышите, как громко? Я в шоке. Как будто моторчик работает где-то какой-то.
Да ладно. Так. И тропинок здесь миллион. Какую сейчас нам тропинку взять? Мам. Вон лестница. Они, наверное, ту имели в виду, смотри. Туда просто, блин, сколько идти. Я в шоке. Они ту имели, тут других нету. Турист снимается. Вон какой-то пацаненок решил вниз спуститься. Я все еще... Вон там пляж, видите? Вон там. Это от отеля километрах 3, наверное. А я все еще тут по обрывам лазил в надежде найти что-то поближе. Какой, посмотрите на эти утесы. Да тут, блин, вообще. Вон там пацаненок какой-то пошел, он, видимо, знает другую дорогу. Как? Вот так поверху идти? Вот как они идут, там и нам идти. Нашли мы пляж, вон он внизу, но еще на ту сторону надо как-то попасть. Короче, мы явно, видимо, не по той дороге пошли. Надо по вот этой лестнице идти. Вон, по-моему, вообще наш отель просто. Вот это будет прикольно. Смотри, а тебе не кажется, что вон то наш отель? Если это он, если вот это наш отель, то это вообще рядом. Мы добрались до океана. До Атлантического океана. Только смотри, особо тут никто не купается. Но стоит там вон какой-то вот островок, где нет этой зелени. Там купаются. Ну, видишь, там островок такой, где нет этой зелени, там купаются люди. А здесь что-то никто не купается. Но она ледяная. Ледяная? Ага. Здесь. Саша пошел на пробу. Вода холоднючая, градусов 18, наверное. Как чисто наше ОЗ. Но так как здесь жарко, и самое то, как у нас получается. И волны вон из ниоткуда появляются. Ну блин, мы купаемся в океане, как на секундочку. Мы нашли наконец. А там прям вот такие гроты какие-то интересные, такие скалы, прямо офигеть. Блин. Очень живописно. Здравствуйте. Вы туристы Германии? Можно освежить? Можно? Это сразу заметно, что вы турист Германии. Закончилось. Что вы тут делаете вот так вот одиноко? Собираюсь праздновать свой юбилей. На полу, хотела сказать, без полотенчика. Пластинки у нас нету, друзья. Да. Подписчики. Ты прилетел в Португалию, чтобы бродяжничать? Открой тайну. Расскажи Если свои. это очень длинное видео ты делаешь, так А не это надо. домашнее Не видео, надо, потому что... зарубай. Вот откуда потом эти подбухи снимать. Да. Точнее, серия 2. За кадром остался вопрос. Подписчики. Свои ощущения. Показываю подписчикам. Видите, что творится? Первый раз попал, вырубай. Напився. Вырубай. Рассказывай, как тебе жизнь на пляже. Если я устал, я просто хочу стоять, ни о чем не думаю, просто хочу лежать и лакать пиво в океане и все. И ничего не делать. В какой-то веке в жизни вообще впервые. Все. И пластинки у меня нету, и завтра куплю, Вот буду так лежать, пить пиво и ничего не делать. Вот так Кто на вот, велосипеде ходит. турист. Места, конечно, здесь наикрасивейшие. Посмотрите на эти пещеры. И это только первый пляж, первый попавшийся пляж, на который мы пришли. Здесь все побережье так. Посмотрите на этот грот. Смотри, там никто не лежит. Видимо, побаиваются, что на голову свалится, потому что это все
опасно, оно все осыпается. И там другая пещера побольше, там прямо народу внизу, а здесь никого. Хотя знаков никаких нету, что нельзя. Странно. Обычно любителей в теньке полежать много. Офигеть. Ха. Вау. Фу. Хи-хи. Где люди? Алло. Так, дайте попробую. Ну это прямо камень такой. Прикольно. Ага. Не знаю, передавать камеру что-то. Мне так интересно. Нет. Нету ни запаха, ничего. Нет. Офигеть. Такая пещера. Местные прямо черные. Офигеть. Они как мулаты прям. Ну не все, но прямо есть прямо темные. Ага, там такая пещера, там, и там людей полно, и вот туда идти. Интересно, там сверху есть. Короче, Иришка хапанула стресса. Ее укусила оса, вдруг ни с того ни с сего прилетела. Потом у нее вот эти шлепки резиновые, а песок такой горячий, что они плавятся под ней прямо. А я в этих своих хотел там пещеру одну пойти посмотреть, так я не дошел, потому что песок настолько горячий, он обжигает просто ноги. А у нее вообще вот эти просто взяли, расплавились на ней. И оса ее укусила, короче, не... Ой, счастливчик этот. Пойдем. Песок, коров какой горячий. Вы слышите это? Это цикады. И они прямо с двух сторон. Вот он, смотри, Ира. Вот он издает звуки. О, улетел. Он сидел, вот. Он сидел только что здесь. Какой он? Вот такой где-то. Кузнец? Ну, не вижу без очков. Ну, такая какая-то фигня. Вот такая сидела и верещала. Так громко. Я такого не видел. Еще никогда в жизни. Как они громко это делают. Итак, запускаем на удачу Иришку. Первый. Наш номер. Португалия. Город. Кися, какой город я забыл? Альбуфера. Альбуфера. Вот так он выглядит. Ну, просторный, светлый. Такой, да, в стиле, приморском стиле таком. Вид просто на лужайку. Вон там вон океан, кстати, виден. О, Кися, у нас с видом на океан. Вон там вот, с края. И в целом прикольно. В целом прикольно. Вот такой наш штырь. Заселились мы сегодня на недельку. Бат. О, блин, душ вообще шикарный. Душ прямо мне нравится. То, что надо. Эй! Да. Ничего себе. Биде даже есть. Ничего себе. 4 звезды отель. Не пойдет. Вот это вот замажьте, да, я не хочу это видеть. Все, друзья, это был мини-обзор отеля в отеле, кстати, вот отеля, как это называется? Бая? Все время забываю. Бая Гранде? Да. Био Гранде. Там B-A-I-A Гранде. Отель. Отель Био Гранде. В Альбуфера, Португалия. Этот регион называется Аграве. Как регион называется? Альгарве. Все. Ехали в центр в Альбуфера, город, который здесь у нас
неподалеку, получается, отель, он как бы немножко за городом лежит. И чтобы добраться вот в этот городишко маленький, надо шаттл, этот бусик заказывать. Они ездят 2 раза в день. Но надо мельтоваться, прийти сказать, что я хочу, все бесплатно, тебя привезут всего лишь 2 раза в день. И это где-то в 4 километрах, наверное, от отеля. Но здесь такая жара, надо понимать, что ты эти 4 километра просто не пройдешь. Капец, я вам скажу, мы вышли вот на площадь 10 утра, а уже солнце фигачит просто. По теньку идешь, ну что, только вылезешь на солнце, все, короче. Вот такие традиционные португальские товарчики из пробки. Тут прямо они на каждом шагу. Руся еще такие тарелочки набрала для чего-то, на подарки. Кися. Вот такие вот часы по 14 евро, шикарно. Для чего эти тарелки, расскажи. Это не прям, Тарелочка, чтобы я чеснок видела. можно тереть. Чеснок, имбирь можно. Я вам скажу надолго. Ира здесь залипла. Слишком много товаров для нее. Пока она их все обсмотрит. Слишком много товара и слишком мало терпения у меня. А здесь еще и 2-й этаж есть. Но лучше ей про это не рассказывать. Вот. Ничего себе здесь. Выход прямо на пляж. А, я видел. Денег только здесь надо рекой. Мы в магазин зашли, вот, зонтик, шлепки, кепки, и уже раз 60 евро нету. И это еще не все купили, все, что надо было. Вот такой грот прямо сделали. Давайте. Морожка, блин. А я вам скажу. А моя. Такие кугели огромные. 2,90 кугель один стоит, ну шарик. И, ну, это недорого. И у нас за 2,90 ты получишь маленький. А здесь прямо огромный. Но обслуживание такое. Мы еще по-английски не говорим. И это всегда такое, типа, блин, как будто ты их так утомил, они всегда такие, ну, в каждом магазине. Окей. У тебя чем морожка тоже капает, кстати? Вкусно? Пистация. Пистация у меня Рафаэлло. Так. Что-то забралась. Пойдем. Мы уже опытные туристы. Первым делом приехали в жаркую страну затарить холодильник напитками. Цак. Кола, фанта, винишко, водичка, пиво. Пиво, кстати, местное взял. Вообще без понятия, что за пиво. Выбора вообще 0. Вот эти 2 пива в ассортименте. И еще там какое-то было дорогущее, непонятное, как оно, забыл-то, немецкое. Ну, блин, вообще какая-то сумасшедшая цена. В общем, буду пробовать сейчас это. Сейчас затариваю холодильник. И воля. Я к тому хотел сказать, что вот раньше как мы ходили, искали, потом иногда бывает вечером такой, блин, что попить, воду с крана пьешь. А сейчас первый день приехали. Самое главное затариться напитками. Как-то с пляжами. 2-й день мы их ищем. Нам уже и схему нарисовали. И мы вышли сейчас на новый пляж. Но что обнадеживает, что есть туристы, люди, и где-то здесь есть точно пляж. Ну, блин, это не тот, на котором мы были вчера. Прям я заинтригован. Мне не нравится, что люди тут ходят со всех сторон, что сейчас это будет опять какие-то поиски. Я уже просто шугаюсь, у меня травма. Я понимаю, если это тебе надо на рукавнички купить. И каску. Давай. Только нигде не ляпнуть. На пляж как добираться. Вон женщина, видите, как карабкается.
Это не явно не тот пляж. А, хола. Here. Да. Yeah. О, это чувак, которого мы уже спрашивали. Появился проводник. Yeah. To this beautiful paradise. Beautiful. Paradise. The paradise, yeah? Sure. Oh, there's a beautiful camera. Ага. Oh, that's a GoPro? GoPro, ja, genau. Yeah. GoPro. We can use. Вот это зато, блин, из кадра будет шикарный. Постой, постой. Так. О. Вот это я понимаю. Путь к пляжу. А? Вот это самый экзотический пляж, который я встречал. Посмотрите на это. Офигеть, посмотри на это. А это все надо будет обратно в гору подниматься. Welcome to paradise. Оу, shit. Висенький он, Какие состав его пускай идет. Нифига себе. Вау. Нифига себе, нифига. Действительно какой-то парадайз. Первое. Смотри, это то, что... Оу. Here, be careful. Смотри, это то, что в этом... В путеводителях во всех. Фига себе. Правда, места не особо много. Офигеть. Вот это да. Вот это пляжик. О, через эти хорошо горячо. Изрядно молодежь. Что здесь далеко идти? Я бы вон там вот, давай под скалой. Это одна молодежь тут, нифига себе. Это там мы забрели, посмотрите. Офигеть, это вот какой-то парадайз здесь. Вау. Это просто вау. Ага. Ты заметил, что здесь одна молодежь? А где купаться вообще? Вон там вот? Так, ну мы остаемся здесь? Что-то вон зонтик такой разложили, купили. Он прямо под скалой, смотрите. И здесь в основном одна молодежь. И мы такие. Та-та-ра-та-та-ра. Я не знаю, тут куда-то плавать далеко можно? Или стрёмно, если никто особо не плавает. Офигеть. Водичка. Прохладно. О, все те же градусов 18-19 вчерашние. Но это самый экзотический пляж вообще. Может быть, затянет туда, апельсина нет. Я боюсь. Ага. Офигеть. Еще может затянуть куда-нибудь, ты смотри. Вон люди плавают. Главное за сумкой смотреть. Давай, Мире, окунайся. Нет? Не будешь?
Маленький пляжик. Все очень холодно. Короче, там вот эти скалы стоят, знаешь, которые в этих проспектах, Да, которые посреди такими столбами, да. и там все в гротах. Там туда, вот я смотрю, лодки они заплывают, выплывают. Там такая красота. Ты когда плывешь в этом вот, в этой арке, Я вышла туда, я тебя снимала там. а ты не видишь, что там происходит. Там Ага. вот, не видно этого всего. Там Красота. столбы такие стоят, знаешь. Острова вот такие Ага. высокие. Ну, такое вот мы первый раз. И там эти ребята, они, я не знаю, может они стояли, может там какая-то отклик. Если там нужно стоять, то нужно встать и поснимать прямо. Я так и не понял, можно там стоять или нет, я уже не стал. Может, так ладно, домой. Нереальная красота. Я хочу сплавать, потому что с пляжа ничего не видно, Ири показать. Это офигеть. Гроты, острова. Офигеть. Я просто в шоке. Не глубоко. Вот это наш грот, и вот там наш пляж. Обалдеть. Поплыл обратно. Девчонки плавают, нифига не боятся. А я такой увидел корабль. Думаю, ну нафиг они любят залетать сюда на всех парах. Поснимал. Я тебе скажу, конечно, океан, знаешь. Гребешь на одном месте. Да ладно. Ну, временами. Прям силу Да. воды, да? Иногда вот прямо на одном месте гребешь, ждешь, пока обратно пойдет волна, чтобы с ней. Ну, короче, Пойдем сюда, вниз. да. Там бомба, да? Сейчас покажу, там вообще класс. Здесь инстаграмный местяк такой, девчонки все здесь фотографировались. Сейчас я и Русю здесь пофотографирую. Здесь прямо что не скала, так просто инстаграмный объект какой-то. Они все изъедены, все в пещерах, в гротах. Это все так красиво. Еще интересно, как это надо... Игра света надо вот утром или вечером. Тут еще интересно поймать игру света, знаешь, закат, восход, вот это все. По-моему, надо уже в тенек нам ложиться. Да. Здесь интересный такой момент. Периодически сюда забывают какие-то катера, эти алшлюги, какие-то лодки. И здесь такой маленький праздник вдруг начинается. Все начинают, те приветствуют этих, эти тех. В общем, прикольно. Ну, одна молодежь, повторюсь. Океан с той стороны кажется, что это такая маленькая Вообще, да, такая дырочка. Я туда выплыл и обратно снял. Так кажется, что там ничего нету, дырочка какая-то. А здесь вон сюда заплываешь. И эти все ausflüge, это экскурсии, да, именно по-русски. Эти все экскурсии, они сюда заплывают. И здесь такая начинается: о, холя, холя. Они там танцуют, эти девчонки. Тут только что весь пляж танцевал такой. Давай, все, они уже перестали, ладно, слегка там. Так что я прямо весь пляж подпевал тут прямо. Весело там в том углу. А я понимаю, веселуха.
Все. Продолжение. Поближе поснимать. Ага. Испанцы, португальцы, фиестас. Жизнь, праздник. Все. Давай их пропустим. Так, мы двинулись домой. Я скинул себе штамп Орт. Потому что не факт, что мы найдем второй раз этот пляж. Мы его вообще сегодня что-то случайно нашли, потому что пацаненок нам его показал. Сами бы мы его в жизни не нашли. Так, это прямо все вот здесь, а? И как? Нормально? Горная козочка? Карабкаешься? Так, по этой тропинке мы точно и шли. Слышите, как их есть цикады? Но это еще не громко. Они вчера вечером мне устроили прямо цирк. Как они тарахтели. Я не мог заснуть прямо. Так громко. Причем вначале было вот типа как сейчас. Ну, терпимо. Я такой думаю, ну ладно, оставлю балкон открытым. Потому что жарко же ночью. И как тут просыпаюсь, их уже целый хор. Я думаю, все, уже не заснуть. Смотри, а те пошли другой, видишь, дорога? А, я понимаю. Кися, ну нам вот так вот. Мы... Туда залазить, что там видно что-то или ничего не видно? Ну, может, видно, но не видно. Ага. Офигеть. Там можно посмотреть на этот пляж сверху. Оттуда. Но ты там не скарабкаешься. Давай. Ты там не скарабкаешься, но можно на пляж сверху прямо посмотреть. И как ты вот там вот получается надо скарабкаться. Да. Здесь в таких вот каньонах прямо. Хотим сейчас пляж сверху сфоткать. Это, где мы были только что. Смотрите, а? Это вообще, это мой... Ничего в жизни я не видел подобного. Это мой прям такой best awareness. Жизненное переживание. А? Судя по тому, как все здесь утоптано, вон пляж. Видите? Красивее я еще не видел. В плане пляжей. Все прям природных каких-то. Смотрите, можно прямо на край зайти. Вон там дальше прямо лежать. Мне прямо сыкотно. Походу люди вон прямо вон там были. Офигеть.
Вот отсюда вид. Везде виды открываются. Просто удивительно. Не знаю, тут каждый выступ, каждую скалу снимать, не переснимать просто. Здесь все так красиво. Можно сюда еще, смотри. Дальше еще. Не тот выступ, на котором я был сам. Идеальный для записи. Вот. Вон там мы лежали. Под скалой наше место уже заняли. Ага. Посмотрите. Высота, блин, не знаю, 50 метров. Я снял со всех ракурсов просто. Тоже вот шикарный ракурс. Просто. Посмотрите, здесь за углом вообще офигенный, огромный, шикарный пляж. Но я подозреваю, что туда только на лодке можно приплыть. Вон там лодка стоит, и их двое, больше никого. Ты туда просто даже зайти не можешь, только с моря, с океана. Офигеть. Офигеть. Это какое-то безумие. Безумие красоты какой-то природный. Португалия, океан Атлантический. Я в шоке. Посмотри, какой там пляж. И туда только со стороны воды. Там два человека на лодке приплыли, и они вдвоем на целом пляже огромном. А вот это вот тот вот остров, куда я выплывал, и хотел снять, чтобы показать Ире. Вот он. А вон там вот оттуда выплываешь, из грота того. Угу. Вот. Грот с другой стороны. Вот. Нет слов, я просто поражен, насколько здесь красиво. Нет слов просто. Ты видел этот пляж? Просто бомба. И они вдвоем, туда просто не спустишься никак больше. Смотри. Там нету подъезда, подхода. А, вон смотри, есть веревка, видишь? На веревке можно спуститься для экстремалов. Офигеть, на веревке. Альте Шведа. Вон они к лодке своей идут. Ман. Я боюсь, капец. Так, мы приехали, вон припарковались, мы арендовали машину на 3 дня, потом дальше покажем просто Opel маленький, Corsa или какой. Была проблема, я забыл решить, у меня очки просто для зрения, для чтения были. А в них я езжу, надо было срочно найти очки для вождения. Поехали в эту Альбуфера, искать очки в Лиме. Такое движение сумасшедшее.
приехали, нашли аптеку, потом, в общем, хапанули стресса, чужая страна, и непривычно все. Там нефилое такое движение. Я купил вот эти очки за 20 евро, хотя я обычно покупаю за 3 евро. Космо. В общем, потом приехали вот на ChatGPT, нам составил план. ChatGPT, и я даже не знаю, вон там какие-то эти испанские, португальские названия. Типа здесь очень красивые виды и все дела. 60 километров от нас. Приехали. Здесь прямо такой ураганишка не слабый. В общем, мы собрались купаться, но не факт, что получится вообще. Ну, сейчас посмотрим. Вроде там должны быть красивые виды. Кися, что ты скажешь? В общем, сегодня у меня юбилей, день рождения, 50 лет. И мы такие, возьмем митую машину, покатаемся на машине. А на самом деле это такой стресс начинается. Как куда ехать, как заправить, как заплатить за парковку, сколько стоит. Короче, вопросов больше, чем ответов. Ну ничего, думаю, справимся. Смотрите, какие кактусы. Мы даже не знаем, вот куда именно нам идти. В общем, идем, куда люди идут. Сейчас там по месту разберемся. Ну что, походу мы пришли. Вот эти смотровые площадки, это и есть вот цель. Вот так это все выглядит. Ну да, окей. Но по сравнению со вчерашним пляжем, это все как-то меркнет. Ну, походим, поснимаем. Не знаю, там вообще спуститься как-то можно. Океанишка. Ну да, окей, все вот это вот. Ну, походу вот это все огромное, это вот надо вот везде побывать, везде поснимать. Ну да, да. Но это не про пляжи. Там вон есть пляж, вон там вот за 1000 километров. Ну, давай ходить, снимать. Вот такие вот виды. Что примечательно, вот такие вот виды. Ну, очень красиво, конечно, да. Что все бесплатно. Там даже внизу есть пляж. Не знаю, мы с подстилкой с собой, с водой. Зонтик не брали, потому что ураган. Что все бесплатно. То есть здесь вот эти смотровые вышки, площадки бесплатно, парковка бесплатна. Прикольно. Вот так народишку тут. Нормально, нормально. На сторону люди прямо не закупаются. Люди там не закупаются, в принципе. Так что... Наши отчеты. Вон пляжик внизу тоже. Вот так можно покупаться, но я смотрю, там тоже у них дно каменистое, не покупаешься. Вот так выглядит пляж. Иришка там где-то фотографирует, женщина идет, за ней останавливается постоянно. Ну, тот вчера был, конечно, пляж поинтереснее. Ну, тоже ничего. Здесь какая-то инфраструктура есть, здесь вам что-то продают хотя бы. Тут вчерашний вообще дикий-дикий. О, там вон еще какой-то есть проход, нифига себе. Офигеть. Идем в этот грот. Посмотрим, что там как выглядит. Другой пляж. Потому что мне надо переодеться полностью. Я здесь не вижу укромных уголков, где это можно сделать. Хотя, смотрю, возьму топ из тут. Отдыхают, загорают. Проблем с этим нет. Ага. Может быть такой проход в пещере.
Здесь вообще есть вход? Кстати. Это не здесь хиппи жили? Кстати, надо узнать про это место побольше. Где-то здесь в 60-е хиппи жили прямо на берегах Португалии. Да. Ну, посмотрим, давай. Ага. Все так выглядит, как будто они здесь жили. Вот какой-то вот мы ходим по этим локациям, у меня такое стойкое ощущение, что мы какие-то, знаете, вот молодежные тусовки, вот техно-тусовки. У тебя нету такого ощущения? Вот техно-молодежные тусовки, вот они вот музыка, пляж, все полуголые, все радостные, довольные. Я бы вот, наверное, туда пошел и вот там вот переоделся. Какие-то техно-рейв, пляжи. Где-то здесь вот. Вообще здесь понравилось на пляже, потом музыка. Прямо современная, офигенная музыка. Вот. Что там у них есть? Блин, я вам скажу, демократичные цены. Кофе за 1,5 евро. Музыка у них четко играет, прямо. Такое ощущение праздника. Кофе у них 1,5 евро, киси. Класс. Вот так должно быть на пляже, а не как у нас. Здесь этих смотровых площадок. И мы решили еще парочку посетить, раз мы здесь. Вот так вот выглядит следующее. Ну все, в принципе мы поняли, как бы скалы, изъеденные эрозией. Красивые виды. Вот так вот это все выглядит. Ну, можно туда вот. Почему люди по горе прямо лазят. Можно, да. А чё нет, смотри, там даже не сложно залезть туда. Класс. Пойдем тоже залезем. Вот на тот пик соседний. Здесь опять пошла вот эта жара с этими островками. Красота. Давайте. Красотища. Слезть там, походить. Смотри. Нет желания. Самолет летает, он и рекламу какую-то тащит. Сильвес, Питер, Фест. По-английски, что ли? Какой-то фест, какой-то праздник рекламирует. Ледяные шикарные пейзажи. Здесь бесконечно. Вон там тоже. Здесь прямо можно боярышников этих муравьев. Здесь прямо можно сесть по скамейке. Можно не комментировать, потому что мне кажется, я своими комментариями все порчу. Нечего комментировать. Вот такая интересная у них
иконы так периодически стоят. Ага. Маяк там, вышка авиационная. Здесь тоже какой-то библейский мотив. Кафешка. Пойдем, мужики, на смотровую площадку, раз мы здесь. Слушай, это может какая-то часовня прямо, а может это все маяк там? Такой, палка такая, ага, и такой на конце. Да, такое непридуманное название. Что? Как туда залазить? Ничего там такого прямо экстремального, мне кажется. Мне вот интересно, это все маяк или это какая-то часовня? Так выглядит как-то, ну там какие-то эти иконы. Ну сейчас ветрено разве что, а так в целом. Такие вот виды, а вон там. Там видишь? Там вон, тебе не видно, наверное. Я хочу видеть, что они там нашли. Палочка. Какая-то красная штука там. Их детство, они кепку достают. Это была кепка. Кепка у нее улетела. Да? А не палочкой такой, как будто это очень опасная кепка. А, прикол. Снимай улочки узкие. Ну, сзади покажи, как мы проехали сзади. Нас ведет навигатор такой. И мы вообще такими узкими. Это Лагос. Лагуш, короче, городишко. Он GPT его посоветовал с этой стороны. И мы прямо заехали в такие дебри. Вот куда ехать? Не знаю, прямо поедем? Там сзади машина, вон туда, наверное, надо. Поворачивать направо нельзя. Куда тут теперь ехать, блин? Ой, этот чувак не понял. Прямо. Хотя чувак за нами вон сдался. Там направо был зачеркнут знак. Наша машина маленькая. Нам даже ходить потом нигде. Мы сейчас Я уже не хочу ходить. Мы его проедем вместе. Жесть какая-то. Давай теперь как-то вообще поменяем координаты. Нам надо сюда выехать просто. Надо парковку остановиться. Ты смотри, кстати, центр не сюда. Я особо-то не понял, сейчас движения нету. Что прямо страшно сильно.
пляжи прямо огромные. Прямо вон они тянутся. Вот смотри, докуда он тянется. Смотри. Вот это все огромный пляж. Никаких камней. Красота. Обалдеть. Красиво. Мне кажется, я хочу сфотографировать. Здесь какая-то городская стена. По крайней мере, хотя бы это мы нашли. Не уверен, что у нас точные координаты, но городскую стену мы нашли. И тут даже где-то зайти можно. Или откуда люди идут. Что, пойдем туда? Так, вот здесь, походу, вход в город, да, в старый город. Угу. Ага. Такие вот улочки, которые мы только что на машине все объездили туда. Я об этом же думаю. Ну смотри, ну вот тебе Португалия, идентичная. Видишь, вот так люди живут здесь. Офигеть. Аутентичная, то есть. Ну, то есть, видишь, это обычные люди, вот у них такие машинки обычные, от жары выгоревшие. Ха, ну, узкие очки, хотя еще это не очень узкие. Так, еще прямо. Так, ну что вам сказать, мы зашли туда, куда обычные туристы не заходят. Это какая-то церковь, как будто бы выглядит так. Мне кажется, майн год, здесь мы тоже ездили. Что это было? Там ничего даже нет. Прямо красота, смотри, здесь пальмы растут. Обалдеть. Вот так прямо растут огромные, как дубы, эти пальмы. Какая-то церковь. Ого. Атлантик шоп. Всякие. Вот тут как-то, вот знаешь, более как-то антикварно. Они вот где китайцы на каждом шагу. Не хочешь зайти вот куда-то? Занырнуть в Атлантик шоп? Так, конечно, тоже могут ждать нас китайцы, поджидать. Но выглядит аутентично, как будто вот прямо португальское что-то. Тем не менее, давайте сфотографируем. Такая интересная статуя, непонятная. Приземлились в таком вот ресторанчике и заказали вот такое вот блюдо за 45 евро. Вот это, по-моему, да. Катаплана де пиксе и мариско. В общем, там должен быть мишун какой-то и на 2 человек. Сейчас посмотрим, что нам принесут. Вот такой вот ресторанчик прямо у дороги, самый-самый крайний. То есть мы обошли весь центр, и мне именно этот
и искали, где приземлиться, и мне именно этот показался каким-то таким аутентичным португальским, что здесь тебе дадут что-то португальское. Ну, то есть он абсолютно простецкие столики прямо у дороги, но все выглядит как-то вот рыбно, что здесь вот рыбу прямо по-всяко по-разному. И всяких, я не тебя, всяких разных морских гадов подают. Наше блюдо. О-о. Выглядит прям заманчиво. Куль. Танки. Прикольно. Такой суп, ну, такое оно все вареное. Там и мясо тоже. Закрой, пожалуйста, я хочу снять. Да? Давай. Оригинальное, интересное. Вот такое вот блюдо. Такая шурпа и со всякими морскими гадами. Прикольно, интересно, да? Есть. Посмотри, вот эти глаза жалобные. Посмотри, вон. Тоже есть. Офигеть. Короче, ты новую жизнь начал, да? Ага. Слушай, ну прикольно, я тебя поздравляю. Сережа, я сейчас в Португалии не дома немножко. И мы как бы сейчас... Я рад за тебя. Да? Да ты красавчик просто. Продолжай в том же духе. Так, окей. Это офигенно. Я рад за тебя. Искренне мои поздравления. Сережка, мы сейчас не дома, да? Мы... Спасибо тебе большое. Тебе тоже всех благ. Красавчик, давай. Хорошо тебе отдохнуть. Понял. Красава. Молодец. Так держать. Все, давай. Не бывает. Там этот оболтус, он закидывает его на полгода, на год. Это детский сад этот. Напиши, Серег. Кстати, все, что ты мне рассказывал, там все подробно распиши. Да. Все, давай. Обнимаю. Пока. Давай, пока. Такой вот отель прямо позаботился. Прислали тортик такой, какой-то конверт. Может, это на Сашке сам, этот самый. Открывай. Приятно, красавчик. Так, там где-то какой-то чай. Ваучер на коктейль Систу. О, вот это я понимаю. На, переводи. Тут еще и по-немецки. Молодцы. Класс. Написали мистер Герасимов. Ну, а еще тот мистер, да. Хотя бы видео снять маленькое, что ли. Покажись, покрутись. На красоте. На красоте? Покрутись. Вот наш ресторан, где мы завтракаем. Мы здесь будем завтракать, только здесь входа нет, надо обходить все вокруг. Надо поехать на лифте. Здесь лестница занята. Покажись. Очаровательно. На фоне лифта. Очаровательно. Какой-то такой долгий. Завтраки каждый день происходит одно и то же. Вот это вот банда воробьев много, вот они здесь везде вокруг. Они вот ждут, когда кто-то встанет или уйдет, чтобы доесть объедки со стола. И если вдвоем выходишь, то они будут сразу в твоей тарелке. Это вот. И причем они такие наглые, беспардонные, да, все? Что ты по этому поводу скажешь? Не надоело тебе эти воробьи? Банда воробьишек. Банда террористов, этих рыбьиных террористов. Вот так мы завтракаем, ужинаем здесь на веранде каждый день на улице. Каждый день на улице.
свеженько, хорошо. А на солнце уже пекло. Время 10 утра. Пакуемся. Сегодня второй день нашего катания на машине, которую мы арендовали. Вот она. Пакуемся и едем на... Как город называется, Кися? Лагос? А? Лагос что-то. Не, Лагос мы вчера были. В общем, там сегодня маркт. Какой-то базар огромный, знаменитый. И туда мы двинем сейчас. Едем на маркт. Увидели спортивную площадку. Здесь парк такой целый. Люди сюда щимятся. Я подумал, может здесь турники есть. А их нету. Пойдем сюда. Кладут свою знаменитую вот эту плитку. Тут есть вся Португалия в такой вот мелкой плитке. И тут еще не сильно это все. Вот в Лиссабоне я смотрел видео с Варламовым. Варламовская. Там все вот в такой скользкой мелкой плитке. Вот выглядит как сам процесс. Не, ну понятно, что ничего нового тут нету. Как везде плитку кладут. Но просто это все такая мелкая специфическая плитка мраморная какая-то. Вот тут уже прямо в центре народу. Хорошо, что мы сюда на машине не поехали. Мы бросили машину на окраине, на бесплатной парковке. И идем километр пешком. А оно того стоило, но его нафиг по центру колесить. Мы вчера встряли в другом городишке, прямо в стрессах обманули вчера. Будь здоров, там такие узкие улочки начались. И они все холмистые. И мы, короче, как встряли, и я не могу заднюю включить. То есть мы стоим... Короче, это было вчера что-то... Мы стоим с горы, уже в самом низу, и я что-то не туда поехал. Нам надо включить заднюю, сдать чуть назад и заехать резко в другую сторону, как в другую улочку свернуть. Потому что там, видимо, или кирпич был, или что, типа туда нельзя. И сзади нас уже подперли, сигналят, и слева, и справа машины. И я включаю заднюю и качусь вперед, потому что она не втыкается. В общем, уже там миллиметр оставался до бордюра, а дальше уже здание, в которое просто мы бы въехали просто. И таки включилась задняя, и мы сдали и назад чуть-чуть, и вырвали прям последние сантиметры. Вот реально стресс вчера капанули. Смотрите, какие такси у них, я еще нигде не видел, смотри. Прикольно, ихние. Класс. Такие вот бело-черно-зеленые салатовые. Ух, тут народу. Так, ну что, это уже прямо самый центр. Центровой, так, спокойно, женщина. Здесь вот такой у нас фонтан. Красивый, кстати. А вон уже и маркт. Класс. Довольно-таки многолюдно. Я бы сказал, пока что громко слишком. Вот так вход в рынок. Очень многолюдно и очень громко, капец. Иришка пытается там сфотографировать, а я пытаюсь перестроить свой личный режим в какой-то многолюдный режим, потому что для меня это очень громко. Возьми, омыть ее. А зачем ее не было? Вот мед какой-то, смотри, вот взять домой бы. Он прополис у них отдельно продается. Это классно. Так, мы разжились медом. 2 банки разного по 5 евро. 500 грамм 5 евро. Ну так как и у нас. Мне просто интересно, их местные пробуют. Либо вообще огромная банка, килограммовая, 8,50. В общем, нормальные цены. Вот Люся хочет взять сейчас малину. Стоит вроде евро 80 вот это вот шали. Но это не точно. Посмотрим. Так, сейчас она хочет пробраться на это. Но тут будет непросто. Окей, у нее получилось. Щеманулись накрытый рынок. Тут уже очень шумно. Очень. Так. Вот. Все они раздают какую-то вербу. Это типа наши староконки, но поприличнее оформлено все. Ну, интересно, конечно, вот их всякие сыры, колбасы,
какой-то всякий специалитет. Еда, специи, соли. Что здесь только нет? Орехи. Этот Ира лавровый что-то хочет. лист. Серьезно? А чё? Какой лавровый лист? Зачем? Ну, отсюда, мне кажется, он ароматный. Так, мы походу сейчас все скупим. Понеслось уже. Лавровый лист. Я понимали, во что я встрял. Ира хотела только что купить лавровый лист. Вот сейчас она останавливается. Прямо у каждого ларька, вот буквально у каждого, и что-то у каждого хочет купить. Смотрите, какие огромные банки. 17,50. Меда у них, вот мед мне вот и очень интересно. У них он прополис, все дела. В общем, дело серьезное. Я встрял. Будь здоров. Хлеб, да. Хлеб у них вообще, посмотрите, какой шикарный, а? Класс. Вот это их фирменные тарталетки, португальские. Так, нам дали чек. Мы думали, оно 1,5 евро стоит. Такие, о, давай выпьем все у них. Ну, нифига, по пятерке. Вот сейчас они мне бастливают. Да? Ребята, мы забрели в рыбный отдел. Здесь прямо громко. Обалдеть. Сколько там? 22 евро это? Как эта рыба называется, кися? Не, вот этого. Дорадо. 17 евро дорадо, да? Осьминоги всякие. Где ракушки есть? Ого! А народу... Я не могу подойти к ракушкам. Это громко. Вот это я понимаю ассортимент рыбы. Вон уже вареные. Ага. О! Смотри, ракушек сколько. И крабы какие. 58 евро килограмм. А эти 20 евро килограмм, такие не очень дорого. А тимочек 58. Пойдем сюда, Ира. Нормальненький так выбор здесь. Ракушки, крабы, креветки, дорадо. Все есть. Так, Иришка. Смотрит лавровый лист, выискивает. Думаю, подарок на память. Кажется, он, наверное, Не, он здесь оригинальный. наверное, он очень ароматный. Я боюсь, что у нас вся квартира провоняется. Вот это вот всякий инжир тоже прикольная штука, полезная. Мы решили набрать вот таких вот. Это инжир с орешкой внутри. Сложности перевода у нас. Это все объяснить. В общем, мы решили взять 250 грамм. Thank you. Сейчас будем нашивать. Посмотрим, правильно я меня понял или нет. Thank you. Вырубайтесь. Ира, понюхай еще, я не успел, камера не работает. Понюхай еще. Ну понюхай. Ира нашла лавровый лист. Лаврушечка, племешки с лаврушечкой. С португальской, видишь, такая вкуснятина. Да. Это же прикольно. Только мы его не едим, у нас как-то валялся.
Сколько стоит? 3 евро? Всего-навсего 5 евро. 5. Ну это же он, да? Это ого. А он же вроде от всего подряд, Да, да? да. Он же полезный. Не знаю. Шинка, как вы видите, Да, 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 да. лимоны, вот это все. Хамона тут. Взяли мы еще прополис. Такая вот банка 7 евро всего. Так. У них этого меда просто, вот смотри, с воска всякие, свечки, прополиса вон. У него, кстати, 6,50 банка стоит. Того 7. И какой хочешь мед просто. Чего? Яму? Я хамон его назвал. Килограмм. Ошибка. Não por causa disto. Давай я подержу. Ты прополис возьми. Самый опасный. Я попробую взять на 5 евро. Вот так это выглядит. Не знаю, что сейчас получится. Потому что только что баба набирала. Она оставила здесь евро 150. У меня такие были маленьких 2 ключика, а я хочу на 5 евро купить. Посмотрим, что там облизнуть будет. Так это срезается, эта шкура, значит. Он нам отрезал вот этого большущего куска. Теперь вот сейчас он нарежет, не знаю. Так, ну уже собрался 2 нарезать. Да. Уже нам будет на 2 что пробовать. Или даже 3. Да ладно. Видимо, это не самый дорогой, потому что у них здесь есть вон 27 евро. Так, успокойся. Я. Живая музыка уже появилась. Атмосферненько. Так интересно поет здесь. Если догоняет. Голос у меня такой грубый. Банда этих, смотри, эти, наверное, рокеры эти приехали. Прикинь? Ага. Только что открыл бутылку, а выхлопную трубу этому чуваку. Я как раз выключил камеру. Красавцы. Ага. Это ребята колоритные, я понимаю. И он его такой, стоять. И взял ему, открыл бутылку в ушак. Офигеть. Понес. Помчался. Тачанка. Городишко такой, здесь такой парк огромный. С какими-то секвоями. Прямо с парка выходишь, здесь такая парк-пляц бесплатный. И вот нас обогнал чувак на повозке с лошадью. И он тоже здесь припарковался. И что-то он там ищет. Что-то он пошел. Так. Похоже, что он ищет туалет пока что. Но
я бы на его месте так усложнять не стал. Ну вот он прямо припарковал лошадь, привязал. Офигеть. Он пошел под мост там что-то соваться. Ладно, ближе уже не буду подходить. Лошадь приедет. Не будем пугать. Наша Тачила. Едем на пляж сейчас. Пляж. Кайф.